Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о символике и неприкрытом бесновании в финале Евровидения 2023. 13 мая в Ливерпуле состоялся финал международного песенного конкурса Евровидение 2023. В нем приняли участие представители 26 стран. Как и следовало ожидать, мероприятие больше напоминало неприкрытое беснование. Со сцены активно демонстрировалась известная символика, а некоторые выступления включали программы негативных сценариев ближайшего будущего. В предыдущем выпуске были рассмотрены номера первых 13 участников конкурса. Ссылку на него вы можете найти в закрепленном комментарии. Сейчас же речь пойдет о второй половине конкурсантов. Под номером 14 в финале Евровидения 2023 выступила фолк-группа из Чехии под названием «Весна» с песней «Корона моей сестры». Сами девушки выглядели вполне мило и безобидно, чего никак нельзя сказать об их номере. На первых секундах за спинами конкурсанток на черном фоне появился белый прямоугольник. Он дает отсылку к эпизодам из фильма «Матрица» и «13-й этаж». Оба они связаны с выходом из виртуальной реальности и попаданием в так называемый первоисточник. После того, как Нео шагнул в свет, он очутился в комнате архитектора. В фильме «13-й этаж» за светящейся дверью находился конец симуляции. Вскоре на долю секунды на экране появляется изображение бородатого мужчины со скрещенными палками на груди. Он напоминает демона из преисподней, который намеревается пробраться в наш мир. Далее экран превращается в некое подобие стекла, за которым можно увидеть несколько человеческих рук. Все они стучат, пытаясь пробить преграду. Данные образы могут символизировать души людей, оказавшихся в плену темных сил. Поддавшись искушению и согласившись на сделку с дьяволом, они попали в заточение, откуда теперь не могут найти выход. На фразе «Мы вам не куклы» на экране появляется рука, напоминающая руку кукловода. Девушки же в это время начинают двигаться, словно роботы. Все это говорит о том, что они находятся во власти дьявола. Одним из самых ярких номеров, продвигающих тематику ЛГБТ, стало выступление представителей Бельгии. Певец, известный под псевдонимом Густав, всем своим видом показывал принадлежность к сообществу. Во время номера на экране за спиной артиста периодически появлялись фотографии трансгендеров. В самом конце же на сцену вышел мужчина в розовом одеянии на высоких каблуках. Поверх штанов и кофты на нем было надето женское нижнее белье. Танцор всячески извивался, заигрывая с исполнителем. Помимо повестки, направленной на продвижение ЛГБТ, в выступлении бельгийцев была масса другой символики. Так, на голове Густава была широкополая шляпа, дающая отсылку к культу Сатурна, связанного с поклонением дьяволу. Появился он на сцене, стоя на верхней ступени лестницы, символизирующей ступени масонства. Во время исполнения песни Густав периодически прикрывал один глаз, подчеркивая тем самым символизм всевидящего ока. Во время выступления певицы из Армении Брунет периодически затемнялся то один, то второй ее глаз. Таким образом подчеркивался символизм всевидящего ока. Локация же, в которой находилась певица, дает отсылку к загрузочной программе из фильма «Матрица» и указывает на идею о нереальности нашего мира. Одним из самых жутких и символичных стал номер представителей Молдовы, вышедших на сцену под номером 18. Он напоминал настоящую черную мессу, во время которой дьявольские сущности призывались в наш мир. На первых секундах Паша Парфений стоял на фоне огромного глаза, символа всевидящего ока. Его руки были сложены в пирамиду. Постепенно глаз начал трансформироваться в портал, являющийся переходом между нашим и демоническим мирами. В это время к исполнителю вышли две девушки с прическами в виде огромного рога. Периодически они вставали за спиной Паши таким образом, что он напоминал самого дьявола с огромными рогами. Далее портал на экране превратился в черное солнце, являющееся символом апокалипсиса. Вскоре оно взрывается и превращается в огненный шар. В это время камера делает акцент на танцующем карлике в костюме рогатого демона. Глаза его закрывает маска, а в руках он держит дудку. Данный персонаж напоминает черта, который вырвался на свободу из преисподней. На следующих секундах девушки с рогами, сопровождающие певца, прикрывают руками один глаз, подчеркивая тем самым символизм всевидящего ока. Когда сцена показывается сверху, под ногами артистов можно заметить узоры в виде главного символа иллюминатов – пирамиды. А оставшаяся часть номера представляла собой бесноватые пляски демонических существ, оказавшихся в нашем мире.
Следующими на сцену вышла группа из Украины под названием «Творчи». Еще во время заставки перед номером ими было продемонстрировано большое количество известных символов. Сначала парни стояли на фоне граффити в виде глаза, символа всевидящего ока. Затем же Джеффри Кенни прикрыл один глаз кисточкой, раскрашенной в цвета украинского флага. Само выступление артистов было максимально символичным. На первых секундах Джеффри Кенни стоял в позе распятия на фоне разделенного на 4 части экрана. Он напоминал крест, из-за которого исходил яркий свет. На экранах в это время показывалось лицо Кенни. Один его глаз был заменен на искусственный, как в фильме «Терминатор». Данные образы дают прямую отсылку к Антихристу, который в исламе представляется одноглазым. Камера приблизилась, после чего на экранах остался один искусственный глаз красного цвета. На следующих кадрах на экранах за спиной Кенни во всевозможных вариантах подчеркивался символизм всевидящего ока. Сам факт того, что один глаз исполнителя стал искусственным, является намеком на киборгизацию и превращение людей в подобие роботов. Эта же идея подчеркивается далее, когда конечности артиста по очереди превращаются в металлические, до тех пор, пока он полностью не превратился в безликого демона. Вскоре этот демон появился на большом экране, словно материализовавшись в нашей реальности. Примерно в середине номера на сцену вышли 2 парня с прикрытым глазом. Они держали в руках макет нашей планеты и играли с ним словно мячиком. Все это символично показывает, что наша Земля находится во власти дьявола. В конце парни подбросили планету вверх, после чего она оказалась в руках у металлического демона. Он придавил ее к своей груди, после чего Земля исчезла. Все это является прямым намеком на планы иллюминатов уничтожить нашу реальность. Что интересно, в оригинальной версии номера, которую группа «Творчи» представила во время национального отбора, вместо нашей планеты парни играли значком радиоактивной опасности, программируя тем самым на ядерную войну. Певица из Норвегии Алессандра вышла на сцену в головном уборе, напоминающем корону богини магии и колдовства Гекаты. Одета артистка была во все черное. Во время выступления сцена и экран за ее спиной периодически охватывались пламенем, превращая все вокруг в подобие преисподней. Участники группы подтанцовки держали в руках светящиеся палочки, которые они периодически складывали в кресты. Германию на Евровидении 2023 представляла группа Lord of the Lost с песней «Кровь и блестки». Выступление артистов вновь было буквально переполнено известной символикой. Солист группы Крис Хармс предстал в образе демонической сущности с огромными щупальцами за спиной. Все остальные артисты были одеты в красных латексных костюмах. На протяжении всего номера за спинами конкурсантов красовался главный символ иллюминатов – пирамида, которая подсвечивалась красно-бело-черными цветами. Периодически на ней возникала проекция лестницы, символизирующей ступени масонства. Жуткой была и сама песня, в которой присутствовала явная программа на кровопролитие. Помимо всего прочего, участниками группы из Германии продвигалась тематика ЛГБТ. Пол солиста с виду сложно было определить, а на сцене он отплясывал в туфлях на высоком каблуке. Кроме того, в коротком презентационном ролике финалистов Евровидения немцы вместо флага своей страны держали радужный флаг ЛГБТ-сообществ. Под номером 23 в финале Евровидения выступала певица из Израиля Наа Кирель с песней «Единорог». Сам по себе единорог является одним из символов ЛГБТ-сообществ. Во время выступления артистка и ее группа подтанцовки несколько раз показывали символ единорога руками. Появилась жена на сцене внутри черного куба, дающего отсылку к культу Сатурна, связанного с поклонением дьяволу. Скандальным номером с политическим подтекстом отличились представители Хорватии. Группа LED 3 показала пародию на политических деятелей России и Беларуси. При этом все мужчины вышли на сцену с накрашенными губами в женских платьях, а в финале выступления сорвали их с себя, оставшись в нижнем белье. Главный солист группы предстал в образе Гитлера, под которым, вероятно, понимался Путин. На одном из моментов все участники группы были показаны с глазами в виде значков гипноза, что символично говорит о том, что все политические деятели находятся под чьим-то влиянием и контролем. В финале же номера лысый мужчина в черном балахоне вынес на сцену 2 муляжа ракет. Это может представлять собой программу на начало ядерной войны. Присутствовала в номере хорватов и символика иллюминатов. Так, во время номера за спиной артистов показывалась пирамида, выполненная в красно-черных тонах.
Также на одном из моментов мелькали вспышки молний, дающие отсылку к Люциферу. Закрывала финал Евровидения 2023 конкурсантка из Великобритании Мэй Мюллер. Номер ее также был переполнен символикой. Певица появилась на сцене во всем черном, стоя в проекции своей собственной головы. Данный образ дает отсылку к теории о том, что мир находится не снаружи, а внутри нашего сознания. Далее за спиной артистки возникла лестница, символизирующая ступени масонства. Спустя пару секунд над ней появились глаза, символизирующие всевидящее око. Затем же над головой Мюллер и ее группы подтанцовки появились огромные руки, которые управляли ими, словно марионетками. Само действие происходило на фоне белого круга, напоминающего Луну и дающего отсылку к одноименному культу поклонения дьяволу. Позже, во время номера конкурсантки, можно было увидеть главный символ иллюминатов – пирамиду. В завершении своего выступления Мэй продемонстрировала жест рога дьявола. Таким образом, финал Евровидения 2023 в очередной раз превратился в подобие шабаша. В декорациях к своим номерам артисты использовали много огня, а их номера программировали на разрушительные действия и катастрофы. Все это сопровождалось демонстрацией известных жестов и символики иллюминатов, а также продвижением ЛГБТ-сообществ. Зрители же по-прежнему в большинстве своем воспринимают это беснование как красочное шоу и аплодируют участникам, давая тем самым согласие на все озвученные ими планы. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.